для вязания шапочки кроше. Использую пряжу хлопок натуральный от Пихорки, летняя серия. Здесь 425 метров на 100 грамм. Производитель рекомендует крючок или спицы. Номер 2. Я использую крючок 1,75. Вот так выглядит макушка предыдущей моей шапочки. 7 столбиков без накида, а в следующем ряду столбики с 2 накидами, по 2 на каждый столбик предыдущего ряда, через 3 воздушных петли. Сейчас буду делать так же. Начинаю вязание с воздушной петли. Делаю начальную воздушную петлю, делаю вторую петлю, закидываю хвостик начальный за крючок и делаю еще одну воздушную петлю, закрепляя хвостик в колечко. Теперь провязываю в это кольцо, которое у меня получилось из первой увеличенной немножко воздушной петли, 7 столбиков без накида. Первый, второй, завожу еще раз хвостик за крючок, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Пересчитываем столбики по верхним полупетлям предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаю соединительный столбик под верхние полупетли первого столбика. Набираю 8 воздушных петель для вязания следующего ряда. Первые 5 петель заменяют первый столбик с 2 накидами, а следующие 3 воздушных петли для арочки между каждым столбиком ряда. Делаем двойной накид и в эту же петлю провязываем столбик с 2 накидами. 3 воздушных петли, двойной накид, и в следующую петлю провязываем 2 столбика с 2 накидами, 3 воздушных петли, второй столбик. И так провязываем в каждый столбик предыдущего ряда по 2 столбика с 2 накидами, между каждым столбиком в ряду 3 воздушных петли. Провязав второй ряд, проверяем количество наших столбиков. Должно получиться 14 или 7 пар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Чтобы перейти на вязание следующего ряда, нам нужно закончить этот ряд в середине арочки. И потом мы переходим к вязанию арок из 5 воздушных петель. Заканчиваем ряд следующим образом. 1 воздушная петля, накид, и в 5-ю петельку воздушной цепочки, которая заменяет нам и первый столбик с 2 накидами, и арочку, провязываем столбик с 1 накидом максимально коротким, не вытягивая рабочую петлю, чтобы наша арка получилась по длине примерно такой же, как и все арочки в ряду. Прячем соединение в столбик без накида. И теперь набираем арки 3-го ряда. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И столбик без накида в следующую арочку. И так по всему кругу. 5 воздушных петель, столбик без накида. Поставьте видео на паузу и довяжите ряд до конца. Заканчиваем 3-й ряд, который состоит у нас из арок по 5 воздушных петель, также в середине арочки. 2 воздушных петли и столбик без накида под верхние петли первого столбика в этом ряду. Протягиваем рабочую нить на высоту, равную 2 воздушным петлям. Смотрим, чтобы последняя арка соответствовала по размеру всем остальным арочкам в ряду. Прячем соединение в столбик без накида. Оборачиваем крючок вокруг арочки и провязываем столбик. Следующий ряд, 4-й, из арок по 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида в следующую арку. Снова 6 воздушных петель. Столбик без накида в следующую арочку. Поставьте видео на паузу и довяжите ряд до конца. Последнюю арку 4-го ряда заканчиваем также в ее серединке. Набираем 3 воздушных петли,
берем один накид и провязываем его под верхние петли первого столбика в этом ряду. Вытягиваем столбик на высоту, равную 3 воздушным петлям, чтобы наша арочка получилась похожего размера, как и предыдущие арки ряда. В следующем ряду провязываем столбики с одним накидом. В этой шапочке этот ряд связан через 3 воздушных петли между каждым столбиком. Чтобы кружок не был таким четким, я сейчас попробую провязать все эти столбики через 5 воздушных петель. Если вам нравится узор кружка в шапочке, вы можете провязать этот ряд через 3 воздушных петли в этом ряду. У меня такая шапочка уже есть, я сделаю сейчас немножко по-другому. В каждую арочку 2 столбика с одним накидом. Между всеми столбиками я буду провязывать по 5 воздушных петель. Здесь соединение арки. Столбик без накида не прячу. Сразу набираю 3 воздушных петли, которые заменят нам первый столбик с одним накидом, и 5 воздушных петель для арочки. Еще один столбик с одним накидом в эту же арку. 2 столбика в первую арку я провязала. 5 воздушных петель для следующей арки. Столбик с одним накидом. 5 воздушных петель. И еще один столбик с накидом в эту же арку. Снова 5 воздушных петель. Итак, в каждой арке провязываем по 2 столбика с накидом. Заканчиваем ряд так же, как и предыдущие, в середине ряда. 2 воздушных петли, столбик с одним накидом. В третью петлю воздушной цепочки провязываем столбик, равный по высоте 2 воздушным петлям. В пятом ряду у нас получилось 28 арок. Они хорошо делятся на 7. И разделив на 7, получаю 4. В шестом ряду сделаю 4 прибавки. И такого количества арок мне уже будет достаточно для вязания дальнейшей шапочки. 3 воздушных петли подъема, 5 воздушных петель для арки. И в эту же арку провязываю еще один столбик с одним накидом. Это первая прибавка этого ряда. 5 воздушных петель. И теперь следующие 6 арок провязываю по одному столбику с накидом в каждую. Первая, вторая, 5 воздушных петель, третья, четвертая, пятая, шестая. В следующую арку 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 воздушных петель, и в следующую арку провязываю 2 столбика с одним накидом. Первый. 1, 2, 3, 4, 5. Второй. 1, 2, 3, 4, 5. Итак, до конца ряда 6 арочек по одному столбику с накидом. В седьмую двойной. Поставьте видео на паузу. Закончите ряд до конца. Проверяем шестой ряд. Прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 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 Заканчиваю ряд в середине арки. 2 воздушных петли и столбик с одним накидом в третью петлю от начала цепочки, который заменяет нам первый столбик с одним накидом. 5 воздушных петель осталось для арочки. 3 воздушных петли, 5 воздушных петель для следующей арочки. И теперь до конца шапочки нужной длины я вяжу все ряды одинаково. 5 воздушных петель, столбик с накидом в следующую арочку. Заканчиваю ряды всегда в середине арки и перехожу на вязание следующего ряда. Довяжите шапочку арками без изменений
на нужную вам длину, оставляя примерно сантиметр-полтора на заключительные 2 ряда. Каждый раз заканчиваем ряд в середине арки, чтобы перейти на вязание следующего. 5 воздушных петель и столбик с одним накидом в каждую арочку. 5 воздушных петель, столбик в следующую арочку. И так до нужной длины шапочки. 3 воздушных петли заменят, как всегда, первый столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки для арки и столбик с одним накидом в эту же арку. 1 воздушная петля и в следующую арку столбик с одним накидом, 2 воздушных петли и еще 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петля и в следующую арку также провязываем 2 столбика с одним накидом через 2 воздушных петли. 1 воздушная петля между столбиками, провязанными в каждой арочке. Столбик, 2 воздушных петли, столбик, 1 воздушная петля. Переходим к следующей арочке. Провязываем так до конца ряда. В конце ряда делаем воздушную петлю и соединительный столбик в 3-ю воздушную петлю, заменяющую 1-й столбик с накидом. Делаем воздушную петлю подъема и вяжем ряд столбиков без накида в центр арки, где провязаны 2 воздушных петли, 2 столбика без накида. Там, где провязана 1 воздушная петля, 1 столбик без накида. 2 столбика, 1 столбик, 2 столбика, 1 столбик. Вот этот ряд вяжем настолько плотно, чтобы шапочка по голове сидела вам удобно и комфортно. Если вам нужно этот ряд провязывать потуже, провязывайте его потуже. Если в этом необходимости нет, можно провязывать его ослабленно. Довязываем столбики без накида до конца ряда и примеряем шапочку к себе. Заканчиваем ряд соединительным столбиком под верхние петли 1-го столбика ряда. Последний ряд для оформления края шапочки можно провязать разными способами. Например, край с пико. 1 петля подъема и столбик без накида в эту же петлю, она первая в этой арке, 2 воздушных петли, возвращаемся в столбик и провязываем 3 столбика до следующего пико без накида. 2 воздушных петли, возвращаемся соединительным столбиком за верхнюю полупетлю столбика и боковую. Делаем соединительный столбик и снова провязываем 3 столбика без накида. Две воздушных петли, соединительный столбик и снова 3 столбика без накида. Вот такие маленькие пико. Пико можно провязывать реже. Можно, к примеру, над одной аркой связать, над одной пропустить, над третьей повторить. Тогда пико будут провязаны реже. Вот так это будет выглядеть. А мне больше нравится вот такой вот край, когда после первого столбика над аркой провязывается 2 воздушных петли, а потом 3 обычных столбика без накида. 2 воздушных петли и 3 столбика без накида. 2 воздушных петли
и 3 столбика без накида. Вот такая скромная волнушечка получается. Мне она больше нравится, чем ряды с пико. Можно попробовать провязывать по 3 воздушных петли. 1, 2, 3. 3 столбика без накида. 1, 2, 3. 3 столбика без накида. Провяжите небольшой участок первым способом, вторым способом, может быть еще с пико. Примерьте, какой узор на вашем лбу вам понравится больше. И довяжите последний ряд до конца. Захожу под верхние петли первого столбика и продолжаю вязать соединительные столбики по всему ряду, вокруг всей шапочки. Соединительные столбики стараюсь провязывать одинакового размера. И так прохожу до конца ряда. Провязала последний соединительный столбик ряда и вывожу нить на лицевую сторону. Заправляю нитку в иголку. Захожу под первый соединительный столбик ряда, провожу под ним рабочую нить и возвращаюсь в центр последнего провязанного соединительного столбика. Так наша косичка объединится. И теперь можно сделать за ближайшую удобную ниточку узелок. Подводим под нее иголку, накидываем на нее нить, и получается простенький узелок, который мы затягиваем и прячем в удобных столбиках нашу ниточку. Расправляем ниточку, обрезаем. Наша шапочка готова. Не забывайте поставить лайк и написать комментарий, понравилась ли вам шапка, связанная сеткой, сотами, с оформлением края, которое я вам предложила.